Скидка на пряжу и производитель будет внизу в инфобоксе под видео. Хвостик подлиннее. Вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Замыкаю в кольцо. Провязываю 2 воздушные петли. Делаю накид. И вяжу по кругу 15 столбиков с накидом. 1. Хвостик ввязываю в столбики. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, первый столбик состоит из 2 воздушных петель и плюс еще 15 столбиков, в сумме 16 столбиков. Первый ряд состоит из 16 столбиков. Последний столбик в первом ряду надеваю маркер. И замыкаю первый ряд. Первый столбик второго ряда, 2 воздушные петли. Далее ввожу в работу нить другого цвета. Значит, коричневая нить, назовем ее так, и бирюзовая нить. Делаю накид. Значит, первая петля ряда я провязала столбик коричневой нитью, и за переднюю стеночку этой же петли я провяжу столбик бирюзовой нитью. Так, провязала я петлю с накидом. На крючке 2 петли. Провязываю 2 петли коричневой нитью. Делаю накид. Следующая петля основания. Следующую петлю основания за заднюю стеночку я привяжу петлю и накид. На крючке у меня 2 петли. 2 петли провязываю бирюзовым цветом. Делаю накид за переднюю стеночку. Под переднюю стеночку ввожу крючок вот таким образом вверх. Захватываю бирюзовую нить, провязываю петлю и накид. 2 петли на крючке, провязываю коричневой нитью. Дальше делаю накид. Следующая петля основания.
за заднюю стеночку провязываю коричневой нитью, провязываю петлю и накид, 2 петли на крючке, меняю цвета, провязываю бирюзовой нитью 2 петли на крючке. Дальше делаю накид за переднюю стеночку этой же петли, ввожу крючок под переднюю стеночку, снизу вверх захватываю бирюзовую нить, провязываю и 2 петли провязываю коричневой ниткой. Делаю накид, далее следующая петля, за заднюю стеночку провязываю 2 петли на крючке, меняю цвет, провязываю, делаю накид и за переднюю стенку провязываю 2 петли на крючке, меняю цвет нити, провязываю. И так двигаюсь до маркера. Вязала до маркера. Сейчас у меня по кругу 30 петель. Ой, 30 столбиков. Сейчас по кругу 30 столбиков. Значит, последняя петелька — это 16 петля первого ряда, петля 16 петля основания. Я провяжу через нее 2 столбика с накидом. 31 и 32. Вешаю маркер. Второй ряд провязали. Значит, в первом ряду у нас 16 столбиков, во втором в 2 раза больше, 32 столбика. Третий ряд. Провязываю 1 воздушную петлю. Дальше ввожу крючок под бирюзовую петлю и вывожу под коричневую. Захватываю коричневую нить, подтягиваю ниточку и провязываю столбик. Далее выводила я крючок сверху вниз через коричневую петлю. Соответственно, сейчас я ввожу снизу вверх коричневую петлю и вывожу бирюзовую. Захватываю нить, протягиваю и вяжу столбик. Дальше выводила я крючок из бирюзовой нити. Соответственно, ввожу крючок снизу вверх бирюзовую нить и вывожу через коричневую. Захватываю нить, протягиваю и провязываю столбик. И так дальше. Ввожу в коричневую петлю, вывожу в бирюзовую, захватываю нить, провязываю столбик. Ввожу в бирюзовую, вывожу через коричневую, провязываю столбик. То есть петли основания я как бы переворачиваю на поверхность. Вот такой рисунок должен получаться. И так вяжу до маркера. Вязала я до маркера. Маркер снимаю. Так, 31. Это я считаю количество столбиков. 31 и ввожу крючок и вывожу под бирюзовой петелькой. Вот она, ее видно. Вот она. Вот таким образом захватываю, вывожу, провязываю. Замыкаю круг из косичек.
Так, вешаю маркер на последний столбик третьего ряда. Значит, если сейчас посчитать петли основания по кругу, петли посчитать, то их должно быть 32 петли. Значит, дальше по кругу я буду провязывать через каждую петлю основания 2 столбика коричневым и бирюзовым цветом. Только если в этом случае я провязывала бирюзовым цветом через переднюю стеночку петли, теперь я буду провязывать бирюзовый цвет через заднюю стеночку, а коричневый через переднюю. Так, значит, ввожу, меняю местами нитки. Значит, ввожу крючок в петлю, захватываю бирюзовую нить, протягиваю через коричневую и провязываю 2 воздушные петли. Далее меняю нитки, меняю цвет, провязала коричневой нитью воздушную петлю. Дальше делаю накид и через переднюю стеночку провязываю, протягиваю петлю и провязываю петлю и накид. Меняю цвет. Дальше бирюзовой нитью через следующую петлю, через заднюю стеночку провязываю. Петлю и накид провязала, меняю цвет. Провязываю 2 петли коричневой нитью. Делаю накид и за переднюю стеночку провязываю петлю и накид. Далее меняю цвет и 2 петли провязываю бирюзовым цветом. И так двигаюсь до маркера. Значит, количество петель у нас удваивается. То есть здесь у нас должно быть 1, 2, 3. В 4 ряду у нас должно быть 64 столбика. То есть вот петля, на которой висит маркер, я провяжу 63 и 64 столбик. Двигаемся по кругу до маркера. Снимаю маркер. И в последнюю петельку основания я провяжу 63 и 64 столбик. Значит, через последнюю петлю основания провязываю 63 и 64 столбик. Одеваем маркер. Последний столбик 64. Пятый ряд. Пятый ряд я буду поднимать петли основания. Вот так же по кругу. Как я это делала в 3 ряду. Провязываю последний 64 столбик, провязываю 1 воздушную петлю коричневой нитью. Дальше ввожу крючок под бирюзовую петельку основания и вывожу через коричневую петлю. Захватываю нитку, подтягиваю 2 петли хорошенько и провязываю столбик. Дальше ввожу крючок под коричневую петлю, вывожу под бирюзовую, захватываю ниточку, протягиваю и провязываю столбик. Дальше ввожу под бирюзовую петельку, вывожу под коричневую, захватываю нить, протягиваю
и провязываю столбик. Вот петельки основания у нас получается ложатся на полотно. И так вяжу до маркера. Значит, вот таких столбиков должно быть 64 по кругу. Вязала я до маркера, снимаю маркер. Так, что у меня получается? Значит, бирюзовая. Здесь бирюзовая, дальше идет коричневая. Значит, ввожу в бирюзовую петельку и вывожу в коричневую петлю. Это начало ряда. Коричневую петлю. Захватываю нить и протягиваю и провязываю столбик. Это последний столбик ряда. Так, значит, ряд из петелек я замкнула. Конец ряда. Вешаю маркер. Значит, нужно посчитать количество петелек. Основания должно быть 64. Шестой ряд. В шестом ряду я буду провязывать столбики, меняя цвета в каждую петлю, по одному столбику в каждую петлю основания. Так, вешаю маркер на последнюю петлю ряда. Ввожу крючок под первую петлю следующего ряда и протягиваю ее через вторую петлю. 2 воздушные петли и третья петля бирюзовой нитью. Далее делаю накид. Под следующую петлю ввожу крючок, захватываю ниточку и провязываю 2 петли. Меняю цвет на коричневый и коричневой нитью провязываю 2 петли на крючке. Значит, далее в каждую петлю основания я буду провязывать по одному столбику. Делаю накид, ввожу крючок под следующую петлю основания и провязываю столбик коричневой нитью, меняя на бирюзовую. 2 последние петли провязываю бирюзовой нитью. И так буду провязывать до маркера. В каждую петлю основания буду провязывать по одному столбику, чередуя коричневый столбик с бирюзовым столбиком. Значит, от начала ряда до конца должно быть 64 столбика. Вяжем. Так, 7 ряд. Следующий 7 ряд. Вешаю маркер на последнюю петлю 6 ряда. Дальше я буду поднимать петли основания, так же, как это делали в предыдущих рядах. Ввожу крючок под коричневую петельку. И вывожу под бирюзовую. Подтягиваю и провязываю столбик. Дальше ввожу под бирюзовую и вывожу под коричневую. Провязываю столбик. Дальше ввожу под коричневую, вывожу под бирюзовую. Протягиваю петлю, провязываю столбик. И так двигаюсь до маркера. Так, довязала до маркера. Маркер убираю. Так, бирюзовая, коричневая. Через бирюзовую, далее через коричневую петлю. Это 63 столбик. Значит, ввожу под коричневую, вывожу под бирюзовую. Это первая петля ряда. И протягиваю.
и провязываю столбик. Так, вешаю маркер. Провязали 7 рядов. 8 ряд. 8 ряд я буду в каждую петлю основания провязывать 2 столбика разных цветов. Значит, ввожу крючок в первую петлю ряда, в первую петлю основания ряда, захватываю ниточку, протягиваю и вяжу 2 воздушные петли. Третья петля бирюзовой ниткой. Значит, получается, провязали первый столбик из 3 воздушных петель. Дальше делаю накид и в переднюю стеночку петли я провязываю столбик бирюзовый. Так, 2 петли на крючке, меняю цвет. Дальше делаю накид. Следующая петля основания за заднюю стеночку провязываю столбик из коричневой нити, 2 петли на крючке провязываю бирюзовой ниткой, делаю накид и провязываю столбик бирюзовой ниткой за переднюю стеночку петли. И так вяжу до маркера. Столбиков должно быть 64 умноженное на 2, это 128 столбиков. 128 столбиков в 8 ряду. Так, подошла к маркеру и провязываю последние 127 столбик и 128. Значит, в последнюю петлю основания провязываю 127 и 128 столбик. Так, 9 ряд. В 9 ряду я буду поднимать косичку из петель основания. Ввожу крючок под коричневую петлю. И вывожу под бирюзовую. Подтягиваю ниточку и провязываю столбик. Затем ввожу под бирюзовую и вывожу под коричневую петлю. Провязываю столбик. И так провязываю до маркера. Таких столбиков должно быть 128. Так, вяжем до маркера. По работе коричневая нить. Так, снимаю маркер. Так, 27 и 28. Ввожу под коричневую петлю и вывожу под бирюзовую. Бирюзовая петля — это первая петелька в ряду. Первая петелька бирюзового цвета. Захватываю ниточку и протягиваю. И провязываю столбик. Все, ряд замкнули. Кружок не абсолютно плоский, он немножко волнами. Но это потому, что я пыталась сохранить очередность цветов.
коричневый с бирюзовым, бирюзовый с коричневым, чтобы получился вот именно такой рисунок. Первый ряд рисунка я буду вязать бирюзовой нитью, а второй ряд рисунка буду вязать коричневой нитью. Рисунок состоит из 8 петель. Раппорт рисунка состоит из 8 петель. У нас 128 петель. 128 петель делим на 8, получаем 16. 16 раппортов рисунка. Первый ряд рисунка, раппорт. Значит, вот 8 петель основания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель основания. Начало вязания. Значит, провязываем столбик без накида. Дальше отсчитываю 3 петли основания. 3 петли основания. 1, 2, 3. И в четвертую петлю основания провязывать буду 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с одним накидом. 9 столбиков. 9. Дальше отступаю 3 петли основания и начинаю вязать следующий раппорт. Значит, развешала 3 маркера. Один маркер — это конец ряда. Следующий маркер отсчитываю от первой петли ряда. Маркер вешаю на 32 петлю. Дальше следующая идет петля. Следующая петля, вот висит маркер. Следующая петля идет 1 и считаю до 32. На 32 петле вешаю маркер и так до конца. Это контрольные маркеры, чтобы когда я буду вязать, я не ошиблась при подсчете петель. Значит, первый раппорт начинается со столбика. Маркер висит у меня на петле последнего столбика ряда. Вязать я буду первый ряд рисунка бирюзовой нитью. Провязываю воздушную петлю бирюзовой нитью. И дальше начинаю вязать. Значит, первая петля. Через первую петлю провязываю столбик. Провязала. Далее отсчитываю 1, 2, 3 петли и в четвертую петлю провязываю 9 столбиков с одним накидом. Считаю 1, 2, 3 и в четвертую петлю провязываю 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Так, маркер я убрала, довязала до конца первого ряда рисунка. Второй ряд, значит, второй ряд я буду вязать коричневой нитью. Второй ряд рисунка я буду вязать коричневой нитью. Значит, вот начало раппорта, это первый столбик. Я сейчас веду крючок вовнутрь столбика, захвачу петелечку и протяну. Дальше я провяжу 3 воздушные петли, коричневой нитью. 1, 2, 3. Так, маркер я повешаю. Значит, маркер будет показывать конец ряда, начало следующего ряда. Я повешаю на полотно.
Делаю накид. В этот же столбик крючок. Захватываю ниточку, протягиваю и вяжу столбик с одним накидом. Две воздушные петли, 1, 2. Нахожу 5 столбик с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, и над 5 столбиком протягиваю крючок под петлей основания. Протянула петлю и провязываю столбик. 2 воздушные петли, делаю накид и в столбик провязываю столбик с накидом, воздушная петля, накид, в этот же столбик протягиваю петлю и вяжу столбик с одним накидом. Значит, между двумя столбиками с одним накидом воздушная петля. 2 воздушные петли, 1, 2. Нахожу 5 столбик, 1, 2, 3, 4, 5. Над 5 столбиком протягиваю петлю и провязываю столбик. 2 воздушные петли, 1, 2, накид, ввожу крючок в столбик предыдущего ряда, протягиваю петлю и провязываю столбик с одним накидом. Провязываю воздушную петлю, делаю накид и в этот же столбик ввожу крючок, захватываю нить и вяжу столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, нахожу 5 столбик, 1, 2, 3, 4, 5. Над 5 столбиком под петлей протягиваю петельку, провязываю столбик. И так вяжу по кругу до маркера. Так, почти довязала до конца ряда. Осталось мне провязать 2 воздушные петли, 1, 2. Ввожу крючок между столбиками начала ряда, захватываю ниточку и первую протягиваю через вторую. Перехожу на бирюзовую ниточку, провязываю 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Делаю накид и провязываю между двумя столбиками, буду вводить крючок и провяжу 4 столбика с одним накидом. 1, накид, 2, накид, 3, накид и 4, 4 столбик. Дальше ввожу крючок в столбик предыдущего ряда, захватываю ниточку и провязываю столбик. Дальше делаю накид и между двумя столбиками провяжу 9 столбиков с одним накидом. Крючок ввожу между столбиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
9 столбиков с одним накидом я провязала между, вводя крючок между двумя столбиками предыдущего ряда. Дальше ввожу крючок в столбик предыдущего ряда, протягиваю нить и провязываю столбик. Делаю накид и буду вводить крючок между двумя столбиками. Провязываю 9 столбиков с одним накидом. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Ввожу крючок в столбик предыдущего ряда, захватываю ниточку и провязываю столбик. И так вяжу до конца ряда. К концу ряда, значит, здесь в начале я провязала, получается, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, соответственно, я должна довязать еще 4 столбика до 9. Делаю накид и между двумя столбиками ввожу крючок. И провязываю еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, 4-й столбик, делаю накид, захватываю ниточку, провязываю петлю с накидом, перехожу к коричневой нити, провязываю. Значит, вот над первым столбиком, или получается это 5-й столбик, ввожу крючок. Это столбик из воздушных петель. Протягиваю нить и через 2 петли, ну, в общем, провязываю столбик. 1, 2, 3, 4, 5-й столбик. 1, 2, 3, 4. То есть над 5-м столбиком я провязала столбик коричневой нитью. Далее делаю 2 воздушные петли, вяжу 1, 2. Провязала 2 воздушные петли, делаю накид, ввожу в столбик крючок, захватываю ниточку и провязываю столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид, в этот же столбик провязываю столбик с одним накидом. Значит, столбик провязали, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 над 5-м столбиком провязываем столбик, 2 воздушные петли, накид, провязываю столбик с одним накидом, воздушная петля, накид, провязываю столбик с одним накидом, 2 воздушные петли,
над пятым столбиком провязываю столбик. И так вяжу до конца ряда. Приблизилась к концу ряда, провязываю 2 воздушные петли, перехожу на бирюзовую ниточку, провязываю бирюзовой ниточкой воздушную петлю, ввожу крючок в столбик, протягиваю ниточку и провязываю столбик. Начало следующего ряда. А дальше здесь уже видно по рисунку. Я должна сделать накид и провязать 9 столбиков между 2 столбиками предыдущего ряда. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 столбиков провязано. Дальше ввожу крючок в столбик предыдущего ряда, прям в центр. Протягиваю бирюзовую ниточку и провязываю столбик. То есть получается столбик над столбиком. Дальше провязываю 9 столбиков между 2 столбиками предыдущего ряда. Потом провязываю столбик над столбиком предыдущего ряда. И так до конца ряда. Так, что у нас получается? Провязываем следующий, вот этот ряд следующий, провязываем точно так же, как провязывали первый ряд. То есть возвращаемся к первому ряду. И дальше вяжем второй ряд коричневой нитью. Далее бирюзовой нитью вяжем третий ряд. Четвертый ряд вяжем коричневой нитью. И возвращаемся снова к первому ряду. То есть с 1 по 4 ряд повтор идет. Вяжем самостоятельно. Общее количество рядов рисунка 29 рядов. От начала до конца. Поменяла местами цвета с бирюзового на коричневый, провязав 16 рядов. 16 рядов провязала и поменяла бирюзовый цвет на коричневый цвет. Так, последний 30 ряд, обвязка края сумки, петельки над столбиками я разверну вот эту косичку петель, буду разворачивать. Так же, как и разворачивали, значит, вывязывая дно сумочки, точно так же я буду сейчас провязывать, обвязывать край сумки. Меняю цвет на бирюзовый, провязываю воздушную петлю, ввожу крючок снизу вверх в петлю первого столбика предыдущего ряда и сверху вниз вывожу следующую петлю крючок, захватываю ниточку, протягиваю, провязываю столбик. Вот эту петлю над этими столбиками я буду пропускать. Значит, ввожу крючок в петлю, вывожу через петлю, вот в эту петлю, подтягиваю ниточку и провязываю. И дальше через каждую петлю провязываю, через каждую петлю ввожу крючок.
Значит, вот эту вот петлю я пропускаю над столбиками предыдущих рядов. Вот эту петлю пропускаю. И так вяжу до конца ряда. Еще раз, вот эту вот петельки, вот эти петли между узором из 9 столбиков с накидом, вот эту петлю я буду пропускать. И так вяжем до маркера, то есть до конца ряда. Обвязка завершена. Ниточку я обрезаю, протягиваю хвостик. И сейчас нужно замкнуть ряд. Ниточку вывожу, хвостик вывожу вовнутрь. Далее хвостик нужно спрятать. Прячу я в столбике. Ввязываем ручку в полотно сумки. Значит, вот начало ряда, начало. Разложили. Определить нужно, где центр. Считаю 1, 2, 3, 4. Вот центр. Ручку располагаю вот таким образом по центру. Нить складываю вдвое. Ввожу крючок под ручку, под отверстием под первым. И захватываю нить. Ввожу крючок в первое отверстие. Петельку протягиваю хорошо. Ввожу крючок в первое отверстие. Захватываю 2 нити. Протягиваю в отверстие. И первую петлю протягиваю через вторую. Протягиваю хорошо петельку. Ввожу крючок во второе отверстие, захватываю 2 нити и первую петлю протягиваю через вторую. Далее в третье отверстие ввожу крючок, захватываю 2 нити, протягиваю. Не всегда получается ровно, за что-то зацепилась. Не проходит крючок. Так. Так, петельку одеваю на крючок, ввожу крючок в третье отверстие, захватываю 2 нити, протягиваю и первую петлю протягиваю через вторую. Дальше крючок под ручку, ввожу в полотно, захватываю 2 нити, протягиваю и первую петлю протягиваю через вторую. Ниточку я обрезаю. 2 нити, получается, обрезаю. Протягиваю. Так, и с помощью крючка 2 нити захватываю и затаскиваю вовнутрь. Значит, одну ниточку я захватываю, одну нить и завязываю в узел. 2 нити завязываю в узел.
Хорошо, крепко завязываю в узел. Закреплю ручку с другой стороны точно так же. Под полотно ввожу под первое отверстие, под первое отверстие справа ввожу крючок. Далее в отверстие вставляю крючок, захватываю 2 нити, протаскиваю через отверстие и первую петлю протягиваю через вторую. Далее крючок ввожу во второе отверстие, захватываю 2 нити, протягиваю хорошо и первую петлю протягиваю через вторую. Далее крючок в последнее отверстие ввожу, протягиваю 2 нити и первую петлю протягиваю через вторую. Далее под последнее отверстие под ручку, под ручку ввожу крючок, захватываю 2 нити, протягиваю, обрезаю нити, протягиваю и с помощью крючка хвостик затаскиваю внутрь сумки. И также нужно будет завязать 2 нити в узел. Значит, ручка расположена строго по центру и по центру рисунка. Первую ручку закрепили, разворачиваем сумочку и точно так же нужно закрепить вторую ручку. Нужно совместить обе ручки, сориентировать правильно по высоте и закрепить сначала с одной, потом с другой стороны. Вот таким образом. Ручки прочно закреплены, правильно ввязаны со всех сторон. Все симметрично, все хорошо. И с внутренней стороны, и с внешней стороны. Все замечательно. Работа выполнена. Рекомендую к сумке сшить подклад. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Творческих вам успехов. Всего доброго.